Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня у нас очень интересная тема. Я уже говорила, что я считаю, что сексуальные ароматы — это прежде всего то, что сексуально именно для нас, да, то, что создает нам определенное настроение. Мы никогда не можем знать, как на человека это подействует. Но есть такой психиатр, ученый, зовут его Алан Хирш. И он изучает влияние ароматов на человека, на его психику, на мозг. Он проводил исследования и выявил ноты, ароматы афродизиаки, в смысле ноты, которые воздействуют на человека. Тут 10 нот. Я начну с одной из моих любимых нот. Когда я делала подборку, я нашла много у себя ароматов с этой нотой. Мне было сложно выбрать несколько, и поэтому я решила выбрать новый аромат. Мы с вами сейчас его распакуем. Это мой первый Serge Lutens. Я очень хотела аромат от него. Я долго думала, какой мне купить. Выбрала Un Bois Vanille. Этот аромат, кстати, есть на Рандеву, и он есть и в Отливанте, и в пробнике. Поэтому, если будете заказывать, не забудьте про мой промокод. Он, кстати, мне кажется, что довольно носибельный, довольно понятный. Он понравится, ну, на мой лично вкус, многим людям, да, как мне кажется. Но все-таки лучше, конечно, тестировать, лучше поносить его на себе. Он у меня сначала был в сэмпле, он закончился, и я решила, что мне все-таки нужен флакон. На него, кстати, довольно хорошая цена в Рандеву. Ну, давайте же, друзья, распакуем. Я, кстати, не хотела его распаковывать до осени, но мне моя подписчица написала, что этот аромат она носит даже летом и даже в жару. И я решила, что под занавес все-таки тоже попробую, как он откроется сейчас. У нас еще плюс 30 градусов, поэтому у меня есть возможность узнать способности этого аромата в плюс 30. Так, распылитель отдельно и сам флакон. Я не могу сказать, что вот именно флаконы Serge Lutens мои любимые. Ну, ладно, в общем, мне очень нравится этот аромат. Это ваниль, это такая нежная ваниль, Росик. Ну, конечно, как мы без тебя, да? Он думает, что я что-то тут есть собралась без него. Это нежная ваниль, древесная ваниль. И мне надо убрать кота со стола. Иди сюда, иди ко мне. Так, тут у меня еще вода. Он любит пить из стаканов, из чьих-нибудь. Так, в общем, это ваниль, это древесная ваниль. И тут есть такая нотка, которая меня просто сводит с ума в хорошем смысле. Это такая, как будто бы нота воска или парафина. Она мне очень нравится. Я не знаю, что это такое. Ой, смотрите, я научилась. Главное, в общем, видите, направлять вниз. Я рассказывала в одном из видео, что несмотря на коллекцию в 200 ароматов и большой парфюмерный опыт, я все еще не могу распылять аромат ровно куда планирую. Он все время куда-то улетает. Мне моя подписчица написала, что надо делать вот так вот, направлять его вниз. Ну, пока не знаю. Пока про жару ничего не могу сказать, потому что я сижу под кондиционером. Пока все предсказуемо. Ваниль. Ну, это немножечко такая темная, конечно же, ваниль. Такая слегка нуарная ваниль. Тут есть, кстати, пчелиный воск. Так, боже мой, что я пытаюсь сделать? И я его прекрасно чувствую. Лакрица. В общем, друзья, но главное, да, о чем этот аромат, он, конечно же, про ваниль. И так как есть сандал, а сандал это тоже один из афродизиаков, поэтому тут есть много шансов попасть куда-то в цель.
Ой, господи, как классно, мне так нравится. Мне кажется, этот аромат вот подходит сегодня вот к этому моему образу. Это вроде ваниль, она же всегда такая вроде домашняя, мягкая, но здесь есть какой-то немножечко такой характер у этой ванили. И вот этот пчелиный воск, и, возможно, лакрица, она не чувствуется тут как лакрица, она дает скорее какую-то горчинку. Так, все, друзья, пойдемте дальше. Вообще я собрала очень ароматов, но смотрю, сколько сейчас по времени. Скорее всего, я буду показывать... Ладно, буду показывать все, просто буду по-быстренькому. Еще одна ваниль потрясающая, это HFC Nirvanesque. Это ваниль, пломбир сливочный и кожаная куртка. Вот так я слышу этот аромат. И весенний воздух. Он очень притягательный, он очень игривый, но в то же время с таким он подтекстом, да, благодаря, тут вообще есть, по-моему, ут или кожа, и вот благодаря этому такой есть у него подтекст сексуальный. И здесь еще есть, кстати, ром. Так, значит, с ванилью мы разобрались. Следующая нота, которая меня очень удивила, я никак не ожидала, я, наверное, поэтому открыла статью, меня зацепила. Тыква. Что бы вы думали? Тыква, и ароматов с нотой тыквы, как вы понимаете, не очень много можно встретить. Мне сразу в голову пришла Tilda Swinton Like This от Etat Libre d'Orange. Это аромат такого тыквенного пирога. Я его тестила еще давно, еще до того, как у меня появился блог, как я стала таким уже парфманьяком, можно сказать. Я уже тогда любила Элда, но я просто не понимала, куда я этот аромат буду носить. Он мне понравился. Пряный, такой теплый, вот этот тыквенный пирог. Немножечко там даже появляется какой-то пудровый аспект благодаря гелиотропу. Но я все время думала, ну куда я это надену? И только поэтому его не купила. А сейчас я думаю, что я все-таки его куплю себе, потому что нота тыквы... Это афродизиак, шучу. И, конечно, я поэтому бы не стала покупать, потому что тыква просто такое редкое вообще явление в парфюмерии. И мне кажется, он должен быть у меня в коллекции. Единственное, что на него очень неоднозначные отзывы. Я бы не рекомендовала покупать вслепую. Дальше. Тыквы я больше не буду вам рассказывать, потому что я больше не тестила с нотой тыквы ароматы. Еще чтобы она прям была слышна, да, может, она где-то и заявлена. Дальше давайте перейдем к корице. Корица. У меня есть с корицей вот такой вот, это travel версия фирменная, Ульяшка со мной поделилась. Это Kilian и это Доля ангелов. Я вообще здесь слышу шарлотку, такой яблочный пирог, запеченное яблочко. Это опять же мое восприятие. Коньяк из дубовой бочки вот с этим оттенком дуба. И корицу здесь очень хорошо, здесь явно слышна корица. Теплый, согревающий аромат, для меня просто рождественский. Кстати, как и Tilda Swinton от Элда, тоже рождественский. И еще один аромат. Это Livin Vanille от Essential Parfums. Здесь, откуда ни возьмись, вообще аромат не про ваниль, хоть так и называется. Здесь, откуда ни возьмись, чувствуются красные ягоды. И даже эти ароматы вот с Долей ангела сравнивают. Но он все-таки другой. Тут тоже есть корица, и она прям со старта слышна. Потом я слышу что-то такое ягодное, может быть даже изюм какой-то. Тут есть нота Pomarouse, и мне кажется, это вот она такое выдает. Тут еще есть османтус, но я его как таковой не слышу. И очень хорошо тут слышна точно так же ваниль. Очень классный аромат. Тут есть и свежесть, и пряность, теплота корицы, и немножечко сладости ванили. Он очень сбалансированный, красивый аромат. И он стоит не так дорого, как Kilian. Но все-таки я бы не сказала, что вот они клоны, что один можно заменить другим. Нет, Kilian более теплый. Ну, кстати, Divine Vanille очень стойкий аромат. Так, друзья, следующая нота, которую нам предлагает эта статья, это Magnolia Champaca.
У меня есть всего один аромат с чампакой от Armando Jane, так и называется, чампака. И это такой составной аромат из многих разных цветов, но правда он слышится как будто один единый цветок, и это чампака. Это очень элегантный. Я даже бы не подумала, что это может быть сексуальным, да, таким ароматом. Но ученый сказал, мы не будем сопротивляться. Чампака очень сексуальный аромат. Он тонкий, он нежный, элегантный. Это, наверное, такая элегантность, сексуальная элегантность. Вот, назовем так этот аромат. Больше у меня нет с чампакой ничего. Лаванда. Тут я просто разрывалась, у меня много ароматов с лавандой. Давайте начнем с очень красивого флакона Yves Saint Laurent. Это парфюмерная вода, версия Intense. Мне она больше всего нравится, хотя у меня есть Le Parfum. Но здесь вот я намного ярче слышу лаванду, чем в той версии. В парфюмерной воде, в туалетной для меня слишком какая-то вот она фужерная, эта лаванда. Прям вот он стартует как мужской аромат. В этом более такая смягченная версия, хотя вот слышится как будто в старте фужер, немножко цитрусов, много лаванды, но потом тут появляется ваниль, мадагаскарская ваниль с горчинкой, дорогая, вкусная, потрясающая ваниль. И аромат, он на коже становится кремовым, особенно на горячей коже. На холодной, ну, только когда тепло на улице, хотя бы 25 градусов, он становится такой вот кремовый. Я его первый раз потестила зимой и вообще не поняла. Просто мне хотелось его смыть. А летом, в жару, на мне очень красиво он открывается. Люблю. И еще одна лаванда от Тома Форда, лаванда Экстрем. Это Ульяшка со мной поделилась. Это такая сливочная лаванда. Но слышится, что она сухая, при этом тут и сухая, и как будто масло лаванды, и какая-то сливочность, древесность в аромате, и как будто бы нота кокосового масла. Она не заявлена, но она слышится. Мне кажется, у Тома Форда все ароматы сексуальные. Он как будто вот по этому списку просто шел, до тыквы еще не дошел, думаю, дойдет. Так. Еще один аромат с лавандой, покажу, не могу его пропустить. Это Герлен, мой любимый Герлен. Это Mon Guerlain, версия 5 Intense. Мне лучше всего заходит. Тут сочетание двух нот. Тут ваниль, яркая, мадагаскарская, и лаванда. И я бы сказала, что это 50 на 50. Есть в аромате какая-то нота такой сливочности, но не взбитые сливки, а скорее всего, знаете, сливочная... Блин, я сейчас скажу масло, вы подумаете, что это какая-то фигня прогорклая. Нет. Нет, нет, нет. В общем, сливочность оставим так, но какая-то десертная. Ой, я обожаю этот аромат. Вон у меня его, видите, уже сколько. И мне помню как-то, когда я его тестила на себе, я его нанесла и из магазина дошла до другого бутика, и продавщица, она мне говорит: боже мой, какой классный аромат, вообще какой потрясающий аромат, и он вам так идет. Вот такого мне комплимента никогда не делали, чтобы сказали: и аромат потрясающий, что именно он мне идет. Она говорит: к вашим глазам, вот к вашему образу. Мне кажется, талант у женщины пропадает по глазам аромат подбирать. Так, друзья, дальше бергамот. У меня нет этого аромата, у меня он был в сэмпле, я его весь сносила, относила, закончила, ну вы поняли. Это Le Labo Бергамот 22. Это самый, наверное, красивый бергамот, который я слышала. Очень его люблю, но просто цитрусовые ароматы не мое, поэтому, возможно, я его и не купила. Но не факт. Возможно, когда-нибудь на меня найдет какая-нибудь лихорадка цитрусовая, я куплю. И еще один бергамот, подчеркнутый сандалом, немножечко кокосом, сандал рассольный и флёр де оранжем. Это Eau de Soleil Blanc от Тома Форд. Ну, самые сексуальные ароматы — это Том Форд. Так, и дальше тубероза. Мне было сложно. Я просто разрывалась между туберозными ароматами, которые у меня есть. Решила показать вам вот этот вот Quattro Pizza, новинка 24 года. Тоже, кстати,
с Рандеву по очень хорошей цене, там есть 30 мл. Это кокос. Я начала наконец-то его тут слышать, он в базе открывается, но главное здесь, главная роль принадлежит здесь туберозе. Это такая тропическая тубероза, аромат очень сложный. Я чувствую горчинку табачного листа. Его вот чем дольше носишь, тем больше ты начинаешь его понимать и влюбляться в него. Это аромат, с которым отношения на года. Знаете, есть вот люди, неважно, друзья, мужчины, с которыми вы понимаете, что это на года. Вот вы там человека просто открываете и понимаете, что он еще интереснее с годами становится. И он открывается, и меняется, и приобретает что-то. И это просто человек, бесконечность. Я не знаю, если бы это сравнивать с квартирами, то это, наверное, человек-дом бывает, да, огромный дом, вверх этажи, вниз еще там помещения подвальные, этажи, может быть, даже. На заднем дворе что-то у него там, знаете, заходишь, и там такой бескрайний. А бывает люди, там, двушки, трешки, однушки, всякое бывает, в общем. И с ароматами точно так же у меня. Это аромат вот именно такой, открываешь и открываешь в нем что-то новое в зависимости от погоды, наверное, еще от кожи многое зависит. Я такое люблю. Мне нравится. Ему, в общем, если вы его тестили, у вас там где-то пробник есть, и вы его там положили, сказали никогда, тестируйте его в разное время, с разным настроением, он может вас еще удивить. Так. Еще тубероза. Да, я решила взять еще другую туберозу. Это наркотик Ви от Насамата. Кстати, тоже давно-давно покупала на Рандеву. Он тогда стоил, мне кажется, 1007 или 8. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Это очень много белых цветов. Это и тубероза, тут есть лилия. Лилия, кстати, тут довольно-таки хорошо слышна. Тут есть и жасмин. И я слышу тут такой фруктовый старт, но это фруктовая тубероза. Теперь я уже знаю. Вот она такое может выдавать, у нее есть такие аспекты. И еще я слышу тут мускус. Для меня это мускус чистоты. И немножко пряности я тут слышу. И аромат в целом, он холодный. Я вот не знаю, как это так получается, но он холодный. Если вот этот сладкий квадропиццы, сладкая тубероза все-таки такая тропическая, сливочная немножко, кокосовая, то это более холодная тубероза, подчеркнутая другими цветами, которые тоже тут играют не последнюю роль. Слышится тут лилия хорошо и чуть-чуть жасмин. Так, следующая нота. Сандаловое дерево. Опять же, я обожаю сандал, мне было опять сложно. Juliette Hessegan, Sunny Side Up. Это два вида тут сандала. Тут разные сандалы. Есть такой, знаете, рассольный, но немножечко, не сильно рассольный. И какой-то сухой сандал еще есть. Тут точно так же есть жасмин. Тут еще есть ваниль. Тут просто, знаете, все афродизиаки собраны. Жасмин, ваниль тут есть. Это очень сексуальный аромат, и если верить Алану Хиршу, то это очень сексуальный аромат вообще целиком. И тут, по-моему, еще есть амброксан в базе, но я не уверена. Не уверена про амброксан. По-моему, он есть тут в базе, но он, если есть, он не слышится, как в других Джульеттах. И еще один аромат с сандалом, конечно же, это Versace Crystal Noir. Это очень рассольный сандал. Вот здесь, да, очень рассольный. У меня в туалетной воде. Тут и белоцветочность есть. Немножечко слышится оттенок кокоса и имбирь. Стартует аромат имбирем. Если кому-то кажется, что вы купили, открыли, и вам кажется, что в аромате спирт, это имбирь. Первый раз у меня была такая же реакция на Crystal Noir в туалетной воде. Не знаю, может, парфюмерной по-другому. Это просто это аромат, проверенный годами. Сексуальный аромат. Так, и что у нас дальше? Жасмин. Жасмин. У меня, опять же, с жасмином много ароматов.
Ну давайте, мое недавнее приобретение этой весной. Я купила мюглер, первый мюглер в коллекции. Это Alien, и у меня он в туалетной воде. Это жасмин, это в начале цитрусы и кашмиран в базе. Он довольно свежо стартует, в отличие от парфюмерной воды. Парфюмерная как-то меня душит сразу же этим жасмином, таким сладостью еще, а здесь нет. Легкий такой, жасминовый, немножко с цитрусами. И держится он, кстати, очень хорошо. Еще один аромат, это Pure Poison от Dior. Это, мне кажется, самый сексуальный аромат у Dior, но это лично мое мнение. Мне очень нравится какое-то сочетание нот древесности, цитрусов и вот этого жасмина. Вообще ни на что не похоже. Таких жасминов больше нет. Он, и ваниль еще здесь. Он вроде бы и холодный, и теплый одновременно, да. Я не знаю, как это вообще сделано. Если бы меня заставили сказать к теплым или к холодным я его отношу, я бы не смогла. Не смогла. Но он сладкий. Он довольно сладкий. Еще один жасмин. Вот это, опять же, тут есть и бергамот, тут есть и сандал, и жасмин. Это просто сочетание всех сексуальных нот, потому что здесь они все очень хорошо слышны. Но тут вначале есть иланг, и вот первое время я его не могла принять. Но он довольно-таки быстро усаживается, он уступает место уже и жасмину, и ванили, и сандалу, и, в общем, он не беспокоит. Так, жасмин, ну и последнее. Последнее это роза. Розы у меня много, опять же, было сложно выбрать. Первый Delina эксклюзив. Это пудровая роза, довольно густая роза. С этим ароматом надо быть осторожными. С ним очень легко переборщить. Вот буквально, не знаю, на мне один пшик, и он вот звучит, буквально один пшик на мне, и он звучит, ну, просто до вечера. Вот просто как будто я только что его на себя нанесла. Это супер-мега такая немножко помадная пудровая роза. И еще одна Delina. Не эксклюзив, просто это роза с пионом. Вот она посвежее. И мне нравится, что летом в жару я ее чувствую больше как пионистую розу. А вот в холод она больше все-таки роза. Причем, ну, меня Delina, она поддушивает. Она поддушивает меня в холодное время. А всю ее прелесть я ощутила именно в жару. Она освежает. Она какие-то у нее есть ноты верхние, которые меня как раз-таки душат зимой, но летом они такие терпкие, такие пронзительные, и они прям придают свежести. Но тоже лучше не борщить с ней. И еще один аромат, это Crystal Flowers. Для меня он абсолютно не похож на Rose Musk от Монталь. Это роза, немножечко сливочная, свежая, тут есть ландыш. И я чувствую тут ноту листа табака, хотя она не заявлена, но я откуда-то все равно это чувствую. Я так и не поняла за годы знакомства с этим ароматом, откуда это здесь. И мускус, но он прям вот вообще где-то там на дне, далеко в базе, и это не Rose Musk, который прям стартует мускусом. Вот, друзья, вот такая вот у меня получилась подборка. Я постаралась как-то максимально, да, быстро рассказать про все ароматы. У меня есть на все эти ароматы обзоры, где я там долго в подробностях их описываю. Мне хотелось именно поделиться с вами вот такими мини-подборками на каждую ноту. Пишите, как вы относитесь вот к этой теории афродизиаков. Можете ли вы поверить вот этому исследованию, которому человек, когда я нашла информацию, посвящает много времени не только исследованию по поводу сексуальных нот афродизиаков, а по поводу вообще влияния на мозг ароматов,
что можно с помощью каких-то ароматов лечить даже мигрень, даже какие-то там тревожные расстройства или, допустим, для бизнеса, да, но это, кстати, вот это и есть, согласитесь, когда заходишь в Массимо Дутти, ни с чем не перепутать аромат Массимо Дутти. И, ну, кто знает, ощущение, что ты зашел куда-то в очень дорогое место, и хочется оттуда уйти не с пустыми руками. И у тебя есть такая возможность, и очень хочется ей воспользоваться. Вот так вот на меня действует аромат Массимо Дутти магазина. Поэтому, может быть, что-то в этом и есть. И я знаю, что многие на полном серьезе относятся вот к тому, что надо ароматизировать пространство, и я полностью согласна. Может аромат стимулировать как-то тебя к тому, чтобы, может, расслабиться, может, какое-то доверие у тебя появляется, спокойствие, тебе так хорошо в этом магазине, не хочется уходить из него, ты ходишь, что-то ищешь, потом хочется уже что-то купить, так как много времени провел. Ну, работает. И, может быть, с афродизиаками точно так же. Вон у меня их сколько. Я, кстати, подумала, что, возможно, даже лучше будет сделать подборки под какие-то конкретные ноты, потому что, да, тыква у меня всего одна в моем парфюмерном опыте, но ванили, лаванды, корицы, туберозы, жасмины, розы и сандала у меня очень много. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Обязательно делитесь в комментариях, как вы относитесь к теории афродизиаков, ароматов. Может быть, у вас есть какие-то истории, что вот да, точно, вот у меня тубероза точно вот так вот действует там, на мужчин или на меня, на саму. Все, спасибо вам. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал. Про мой промокод, где-нибудь здесь его прикреплю, не забывайте на рандеву. Мне очень приятно, когда вы им пользуетесь, пишите мне об этом, правда. Это у меня ощущение, что вы мне доверяете, а это, конечно, всегда приятно. Все, я всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.